это тоже там на логику, это найди лишнее, там, ну, типа продукты питания, вот обувь, чтобы она должна. Потом разукрашки, вот он потом разукрашивает. Картинки, суп и компот, чтобы вы да, приготовим суп и компот. Ты уже все почти обвела? Буква Г. Бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытащить не могут. За репку тянут, потянут и вытащили. Все, молодцы. Меня зовут Людмила, я из Украины. На данный момент я нахожусь в Каушанах, живу уже больше года. Из-за войны мы приехали сюда 5 марта с 2 детьми и остались уже больше года. Да. Есть организация, которая может предоставить и вам помощь, и как работу, попробовать себя. Организация занимается с детьми раннего развития, да, раннее вмешательство в развитие детей, и предложила вас, Keystone, для того, чтобы там, хотите попробовать. Вот. И мне позвонили, я согласилась, обучение прошла. Меня зовут Евгения, я с Одесской области. Я мама 2 девочек, одной 13 лет, Даша, и Вероника 6 лет. Было все равно тяжело, мы были как зима, холодно, мы были все в одном доме, 9 человек вместе с детьми, в одной комнате все спали. Было тяжело, потому что мы не знали, что будет завтра. Послезавтра мы вообще думали, что мы приедем на неделю и поедем домой. Адаптация проходила очень сложно, особенно для детей. Мы с нашей беженкой ехали в такси домой. И она мне говорит: Женя, не хочешь поучаствовать в одном проекте? Я говорю, я тебя добавлю в группу, пообщайся, познакомься. Там есть Кристина, говорит, если есть какие-то вопросы, говорит, ты задавай лично. Можешь звонить, писать, типа, без проблем. Хорошо, помощь, большая помощь. Этот проект хороший. Cristina Racu, am 30 de ani, fac parte din echipa Keystone Moldova de jumătate de an. Proiectul ECDOR presupune un proiect destinat refugiaților care au anumite tipuri de dizabilitate sau copii care se află în situații de risc. În principiu, proiectul este destinat pentru 2 categorii. Una sunt specialiștii care au posibilitatea să-și îmbunătățească abilitățile lor profesionale, psihologi, mă refer, medici, pedagogi, și o altă categorie sunt deja beneficiarii direcți, astea sunt refugiații cu copii de vârstă fragedă cu dizabilități. И прошлая весна для нас, вы все знаете, была не очень хорошая. За каждой грозой, да, девочки, знаете, что наступает? После дождя весной радуга. Каждый красный, охотник, оранжевый. Меня зовут Светлана, мне 33 года, я тоже из города Одессы. Очень благодарна Кишиневу и всем, кто нам здесь помогает. Я из города вообще родилась в Мариуполе. Наша боль. А потом переехали в Одессу. Ну и в связи с войной уехали. Меня зовут Кристина, мне 38 лет. Я из Украины приехала. Сейчас живу уже больше года у замечательных людей, у волонтеров. Меня к себе взяли. И я помогаю другим беженцам из Украины, которые попали сюда из-за войны, освоиться тут и получить разные знания, получить моральную поддержку. Когда я приехала в Молдову, я столкнулась с очень большими проблемами. Первая проблема, я стояла на границе, чуть ли не плача, это было ужасно просто. Когда я вступила в проект помощи Keystone, вот, я познакомилась с очень многими интересными людьми. Когда родители рассказывают, что у них происходит, они просят помощи, и я могу им как-то помочь. У меня просто вырастают крылья, я просто не знаю.
я чувствую море эмоций, прилив сил, что я могу сделать для них что-то важное, что-то хорошее. Вот. Идем встречать, кто к нам пришел. Кристина к нам пришла в гости. Я сейчас расскажу. Выбирай себе картинку. Выбирай. Вы, например, вы нашли корабль, берете кораблик. Вот, я нашла, Анечка, что у тебя есть? Смотри, бери, что, кисточка? Внимательность. Ну, то есть это как внимательно сюда и сюда надо смотреть и искать, кто первый нашел. Вот такая вот у нас игра, да? Бабушка тоже сейчас прорвется вперед. Аню, я выиграла. Все, я выиграла. Давай 5. Прикольно, если честно. Мы сейчас столкнулись с такой вот, как бы, я думала, что это не проблема, потому что я не врач, мне казалось, ну, есть немножко что-то ребенок неправильно ходит с ножками, как вовнутрь. Да, и мы обратились к врачу-ортопеду, профессор, вот, ему больше 80 лет уже, вот, опытный, он просто, вот мы зашли, он сразу посмотрел, да, тут вот, да, есть клиника Baby Ортопед, оказалось, что у нее смещение шейки вот тут вот есть вправо, и из-за этого сосуды там неправильно, как бы кровь поступает в голову, и из-за этого может отставать, ну, как бы не отставать, а головные боли могут быть, нарушения со зрением, вот. Мы в этой всей суете вообще забываем про себя вообще, как бы. А потом говорит, ну, как бы, если мама себя там не будет, как бы, уделять себе внимание, любить себя, ну, что на детях, да, сейчас всем тяжело, говорит, ну, надо не забывать и, как бы, себя тоже и ценить, и уважать, и любить. И вот она вот с этим, как бы, как говорится, у нас лекции с любовью к себе и с нежностью к себе тоже, вот, как бы. И очень интересно, вот, как бы, вот мы ездим, и там получается для мам клуб, мы общаемся, а для детей есть там, занимаются они там, вырезают, рисуют. Да, у нас очень много конечно, у нас прогресс. Доброе утро. Можете оставить свои вещи, там нас ждет чаепитие. Меня зовут Кукуруза Анна, я из Украины, я сама харьковчанка, сейчас живу во Львове. Я в этом проекте была вовлечена в качестве тренера, одного из тех людей, кто проводил тренинги и для семейных консультантов, и для фасилитаторов. А сейчас я приехала сюда для того, чтобы посмотреть, чем можно поддержать проект, что можно улучшить. Я по образованию психолог, поэтому одна из моих задач, возможно, мой опыт будет полезен участникам, и я готова им делиться. Информационная поддержка. Вот. Но именно эти вещи, то, что чаще всего в моих семьях всплывает. Да, то есть какие-то сложности, связанные с детьми, да, какие-то сложности, связанные с адаптацией. Я считаю, мы в первую очередь, наверное, помощники. И как лично мне кажется, в моей семье, ну, в моих семьях, я друг. Вот они мне звонят, а мне надо с вами поговорить. И все, и мы с ними разговариваем, решаем всякие вопросы, всякие. Надо просто поговорить. Вроде как бы я тут родилась, вроде знакомая, все. Ну и опять же, я все равно тут чужая, и я, в принципе, не могла найти себе чем заняться. Я познакомилась с волонтерами совершенно случайно, с волонтерами, которые ближе к Приднестровскому региону. Достаточно тесно завязалось общение. Мне понравилось, что я могу быть занята, что я могу им помогать постоянно. Я думаю, когда мы говорим о результатах, на самом деле результат, особенно этого проекта, это поддержка семей. То есть на самом деле все мы здесь для того, чтобы те семьи с детьми, особенно с детьми, которые имеют или инвалидность, или проблемы, или риски, чтобы эти семьи чувствовали себя как можно более комфортно. Я думаю, влияние – это опыт уверенности, это опыт преодоления сложностей, это опыт, когда человек может себя чувствовать более эффективным, более сильным, человек, который может больше. Вот на это направлен проект, и то, что я уже слышала, именно это, я думаю, родители и получают. То есть они останутся с опытом поддержки и собственным опытом, как преодолевать сложности. Это точно.